Всем привет, друзья! Сегодня рецепт для любителей шоколадной выпечки. Пеку шоколадный пирог. Пирог получается по вкусу нежный. Он настолько нежный, что буквально тает во рту. Поэтому никак не могу не поделиться этим замечательным рецептом с вами. Хочу, чтобы вы тоже попробовали вместе со мной приготовить этот наивкуснейший шоколадный пирог с насыщенным мега шоколадным вкусом. Еще этот рецепт хорош тем, что к примеру, если у вас нету времени долго стоять на кухне, приготовление вообще не занимает много времени. И с этим рецептом справится даже начинающий кондитер. Продукты для приготовления этого пирога должны быть комнатной температуры. 5 средних яиц отправляю в глубокую миску, добавляю сюда чайную ложку соли, я использую розовую соль. Если у вас йодированная соль, значит добавьте пол чайной ложки. Соль обязательно в рецепте, это все для баланса вкуса. Добавляю 2 столовые ложки рома, можно использовать также коньяк или водку. Алкоголь придаст мягкость пирогу, также насыщенный вкус. И теперь всю эту массу нужно будет взбить. Яйца взялись такой пенной шапкой. Теперь добавляю сюда пакетик ванильного сахара. В пакетике 8 грамм. И 250 грамм сахарного песку. Если вам нравятся такие слегка сладенькие пироги, тогда добавьте 200 грамм. Продолжаю все взбивать. Яйца с сахаром взбивала где-то около 4 минут. Теперь добавляю сюда 250 грамм растопленного сливочного масла. Масло 82% жирности. 250 миллилитров молока. Молоко подогрела до 40 градусов. Во время одноминутного взбивания миксером все продукты хорошенько соединились. Теперь добавляю сюда 400 грамм муки. Мука под номером 405. Муку обязательно просеивайте, чтобы она насытилась кислородом. Высыпаю сюда пакетик разрыхлителя. В пакетике 16 грамм. 55 грамм порошка какао, 75 грамм кукурузного крахмала. И сейчас ложечкой провожу по сухим продуктам. Так их смешиваю. И потом замешиваем тесто. Если в какао комочки, обязательно просейте его через сито. Пирог буду выпекать в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Выпекаю в кольцеобразной форме диаметром 28 сантиметров. Можно также использовать обычную форму. Дно и бока формы смазала сливочным маслом и присыпала сухарями. Отправляем сюда тесто приготовленное.
Тесто по консистенции получается вот как на блинчики. Чуть погуще, как на панкейке. Вот, видите, как у меня получилось? Ох, ёшкин, как горячо-то. Пирог готов. Я его выпекала при температуре 175 градусов ровно 1 час. Теперь пирогу нужно будет дать остыть. Готовность пирога обязательно проверяйте с помощью деревянной палочки. Вот так вот делаю несколько проколов в разных местах. Если палочка выходит сухой, значит пирог готов. Вот, посмотрите, как у нас получилось. Пирог в форме такого большого донатса. Как это будет вкусно. Все, набираемся терпения и остужаем. Остывший пирог сверху по желанию можно присыпать сахарной пудрой. Я буду украшать молочным шоколадом. Шоколад растопила на водяной бане. Добавила сюда столовую ложку топленого сливочного масла. Вот шоколадная глазурь сейчас закупорит пирожок, и он долгое время будет оставаться внутри таким очень сочным, мягким, не высыхать. И глазурь обязательно наносите на остуженный пирог. Так он получается намного вкуснее. Для декорации я подготовила еще орешки. Это обжаренный фундук. Сверху вот так вот можно присыпать. Орехи можно использовать любые. Можно и не присыпать ничем. Просто полить шоколадом. Вот еще есть такие интересные кусочки шоколада. Можно скомбинировать с орешками. Шоколадная глазурь на охлажденном пироге очень быстро схватилась. И вот теперь можно посмотреть, что у нас получилось в разрезе. Пирог очень мягкий, легко режется. Пирог по составу получился такой плотный, но несмотря на свою плотность, он очень нежный, воздушный, сочный. Вот эта вот шоколадная корочка не даст пирогу быстро высохнуть. В общем, все здесь прекрасно. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.